Thank you. Good afternoon. It's a great pleasure to be here in St. Petersburg and to participate in this distinguished scientific forum. Добрый день. Мне очень приятно присутствовать здесь, в городе Санкт-Петербурге, на этом форуме. Today I would like to talk about a subject that I have devoted a great deal of my career to, the theory of mechanism design. Сегодня хочу сделать доклад по теме, которой посвятил существенную часть своей жизни. Это теория выработки механизмов достижения тех или иных социально-экономических целей. I will begin by trying to give you a definition of what mechanism design is. Я постараюсь дать вам определение, понятие разработки механизма. But definitions never really tell you very much. Но вы знаете, ни одно из определений не раскрывает во всей полноте сущность явления. And so very quickly what I will do is to go to several examples where you can see how mechanism design actually works. Поэтому я приведу несколько примеров, и на этих примерах вы сможете увидеть, как работает эта теория. So let me begin. А теперь, с вашего разрешения, я начну. One way of thinking about mechanism design is to think of it as the engineering part of economics. Дело в том, что один из подходов к работе в экономической сфере – это представить нас своего рода инженерами, которые разрабатывают тот или иной механизм. Most of economics is devoted to trying to understand existing economic institutions. Дело в том, что большая часть современной экономической теории посвящена изучению уже имеющихся экономических институтов. And the idea is to predict what outcomes these institutions will generate. И на основании своих знаний о существующих экономических институтах специалисты пытаются предсказать, к чему приведет в дальнейшем работа функционирования этих институтов. And this is the positive or predictive part of economics. То есть это так называемая позитивная или предиктивная часть экономики. То есть когда на основании того, что имеем, мы пытаемся предсказать, что. But the part of economics that interests me is mechanism design. Но вы знаете, меня очень интересует и другая сторона экономической теории. And in mechanism design, we reverse the direction. Дело в том, что в рамках данного подхода мы идем в прямо противоположном направлении. That is, we start with the outcomes. We start with the goals that we want to achieve. То есть мы определяем цели, которые мы хотим достичь. And then we ask what institutions, what economic mechanisms can we create that will achieve those goals. А затем думаем, каковы должны быть институты, каковы должны быть экономические механизмы для достижения целей, которые мы перед собой поставили. And this is the normative or prescriptive part of economics. Это то, что на английском языке обозначается словами normative или prescriptive. Нормативно. And I should emphasize that most people do this kind of economics, but I'm interested in this kind of economics. Соответственно, я хочу подчеркнуть, что большинство людей склоняются к первому подходу, то есть когда на основании
имеющихся институтов мы пытаемся предсказать что-то в будущем. Но лично меня интересует второй подход, когда мы определяем наши цели, а затем уже определяем, что нам нужно делать для их достижения. All right, so that is the definition of mechanism design. Perhaps that doesn't mean very much to you yet. Вполне возможно, что вот такой подход для вас в новинку. Вы еще с таким не сталкивались. So let me go directly to an example. Поэтому давайте прямо перейдем к примерам. And I will start with a very, very simple example, one that you may not consider to be very important, but which still manages to illustrate some of the ideas of mechanism design. Вы знаете, я начну с очень простого примера. Возможно, этот пример вызовет у вас улыбку, и тем не менее он весьма показательный. So here's the problem. Вот проблема. Imagine that you're a parent, a mother, say, and you have a cake, and you want to divide this cake between your two children, Bob and Alice. Но представьте, что у вас двое детей. То есть вы, соответственно, мать или отец двух детей. Детей зовут Элис и Боб. И вам требуется разделить кусок пирога между ними. And you want to divide the cake in a way that each child is happy with the piece that he or she has got. Соответственно, вам требуется разделить пирог таким образом, чтобы и тот, и другой ребенок остался доволен. So that means that Bob thinks that he has at least half the cake. Значит, соответственно, Боб считает, что ему по справедливости принадлежит как минимум половина пирога. And Alice thinks that she has at least half the cake. Ну и, соответственно, Элис также считает, что и ей по справедливости должна дойти половина пирога. And if we achieve this goal, we'll say that we have a fair division. Значит, и если, соответственно, по половине пирога дойдет каждому из детей, мы можем сказать, что мы достигли поставленной цели. By the way, if you have children of your own, you'll know that achieving a fair division is extremely important. Вы знаете, и если вот у кого-то из здесь присутствующих уже есть дети, и не один, вы, наверное, представляете себе, что задача разделить пирог так, чтобы и тот, и другой ребенок остался доволен, это задача волнительная. Well, if the mother knows that the two children see the cake the same way she sees it, then there is a very simple mechanism, a very simple solution for achieving a fair division. Вы знаете, если по тем или иным причинам мама твердо уверена, что дети видят пирог точно так же, как и она его видит, то задача очень простая. What the mother can do is to take a knife and cut the cake equally according to the way that she sees the cake. То есть все просто. Берем нож и разрезаем пирог пополам в глазомерном масштабе, так, чтобы с точки зрения мамы оба куска пирога были эквивалентны. And then she just gives each child half the cake. Ну а затем один кусок идет одному ребенку, другой другому. And we're assuming that the children see the cake the same way she does, so they each think that they have half the cake. Значит, и, соответственно, мы исходим из предположения, что дети видят пирог точно так же, как и мама. И, соответственно, тоже уверены, что каждому досталось по половине. The problem is, and again, if you're a parent, you know that this is a problem. In general, children do not see the cake the same way that their mother does. Но проблема заключается в том, и если у вас уже есть дети, вы наверняка почувствуете на своей шкуре, что дети видят пирог совсем иначе, чем взрослые. So the mother thinks that she's divided the cake equally. Значит, мама искренне убеждена, что она разделила пирог поровну. But Bob thinks that Alice's piece is bigger.
Но Боб думает, что ничего подобного, что Элис досталось лучше. So here is the problem from the perspective of mechanism design. Вот вам яркий пример задачи по конструированию, по выработке механизма решения задач. The mother wants to achieve a fair division. Цель, которую поставила перед собой мама, это разделение пирога по справедливости. But she doesn't have enough information on her own Но у нее нет информации. to know what a fair division is. Она точно не знает, что такое справедливое разделение с точки зрения детей. So the question is, can she nevertheless design a mechanism that achieves a fair division, even though she doesn't know what a fair division is? Значит, сама она не знает, что в глазах детей справедливое разделение. Вопрос, может ли она каким-либо образом выработать механизм справедливого разделения? Well, it turns out that this is actually a very old problem. It literally goes back thousands of years. Вы знаете, на самом деле этой задачи уже не одно тысячелетие. Она стоит перед человечеством уже очень много лет. In fact, it's discussed in the Bible. If you remember, there's a passage where Lot and Abraham are deciding how they are going to divide up grazing land in a fair way. Ну вот, даже еще в Библии описан эпизод, как у Лота и Авраама была задача по справедливости разделить пастбище. And just as the Bible states the problem, it also provides the solution. Значит, соответственно, в Библии поставлена задача и предложено решение. And if we go back to the cake problem, here is the solution. Значит, ну и если мы вернемся обратно к нашим пирогам, то решение будет следующее. So what the mother should do is to let one of the children, say Bob, cut the cake in two. Значит, решение такое: даем Бобу нож, и пусть он разрежет пирог на две, с его точки зрения, равные части. And then the other child, Alice, chooses which piece she will take for herself. А затем Элис выберет из двух кусков тот, который она хочет. And Bob then gets the other piece. Ну а, соответственно, другой кусок это идет Бобу. Now, I claim that this achieves a fair division. Я берусь утверждать, что таким образом мы сможем разделить пирог по справедливости. And the question is, why does it achieve a fair division? Вопрос: почему я так считаю? Well, when Bob cuts the cake, he has a strong incentive to divide it so that the two pieces are exactly equal. Дело в том, что у Боба, когда он разрезает пирог, ему есть прямой смысл разделить пирог действительно пополам. Because if one of the pieces is bigger, he knows Alice is going to take that one, and he'll be left with the smaller piece. Поскольку он понимает, что если он разделит пирог не поровну, то Элис, конечно же, схватит тот кусок, который больше. So Bob is going to want to cut the cake so that whichever piece Alice takes, he will be happy with the one that is left. Значит, Бобу надо разделить пирог с филигранной точностью, тем, чтобы какой бы кусок ему не достался, он все равно получил то, что ему причитается по праву. So that means that Bob will be happy, and Alice will be happy because she gets to choose her favorite piece. Соответственно, будет доволен и Боб, будет довольна и Элис, ведь она собственноручно выбрала кусок пирога. So we've succeeded. We have achieved a fair division, even though we did not know how the children saw the cake. Таким образом, мы достигли поставленной задачи, то есть справедливого разделения пирога. При том, что мы изначально не знали, как каждый из детей смотрит на пирог, как он его видит. Now,
You might say this example is not very interesting because who cares about dividing cake? Ну, вы можете сказать, что этот пример не очень интересен, но кому на самом деле интересно, как дети делят пирог. Nevertheless, it illustrates some of the important features of mechanism design theory. Тем не менее, здесь очень хорошо проиллюстрированы некоторые аспекты теории разработки механизмов. First of all, the mechanism designer, the mother, doesn't know in advance what outcome is best, what outcome is optimal. В первую очередь необходимо отметить, что тот, кто занимается выработкой механизма, Because she doesn't have enough information. Тот, кто занимается выработкой механизма, наперед не знает, какое из конечных решений будет оптимально. У нее просто на начальном этапе работы нету всей полноты информации. So that means that she has to proceed indirectly using a mechanism. And in this example, the mechanism was one child divides and the other chooses. Соответственно, ей надо не действовать в лоб, а привлечь к решению задачи своих детей. But the complication is that the children themselves, the participants themselves, don't care about the mother's objective. Но трудность заключается в том, что дети вовсе не задумываются о тех трудностях, которые испытывает их мама. The mechanism designer, the mother, wants to achieve a fair division, but Alice and Bob have their own objectives, their own selfish objectives. Дело в том, что у всех участников вот этого процесса разные задачи. Задача мамы – справедливо разделить пирог, но задача каждого из детей совсем другая – урвать себе побольше. So Alice wants more cake, Bob wants more cake. Значит, каждый тянет одеяло на себя. Элис хочет побольше кусок, и Боб хочет побольше. And we have to take into account this fact when we design the mechanism. In other words, the mechanism has to be compatible with Alice and Bob's incentives. И мы должны принимать этот факт во внимание, когда мы вырабатываем какие-то механизмы решения задач. Мы должны понимать, какие задачи ставят перед собой разные участники. Okay, now that was a little example to warm you up. Now let's go to a somewhat more serious example. Ну, вот, это, как говорится, вам для разогрева был пример, а сейчас мы перейдем к примерам более серьезным. And this second example is actually a very important problem that has been addressed by many governments around the world in the last 15 years. Вот следующий пример. Это та задача, с которой столкнулись правительства самых разных стран на протяжении последних 15 лет. And this is the problem of privatizing the radio spectrum. Это проблема приватизации радиочастотного спектра. 15 years ago, the radio spectrum was owned publicly. That is, in each country around the world, it was the governments who controlled the radio spectrum. Дело в том, что 15 лет назад весь радиочастотный диапазон, в котором было возможно вещание, принадлежал правительству. But it was recognized that this was not a very efficient form of ownership. Однако было признано, что данная форма собственности не является эффективной. Because there were many telecommunications companies who were interested in using this spectrum for the purpose of mobile phones, for the purpose of
cable television, for a huge variety of other telecommunication purposes. Поскольку существует огромное количество всевозможных телекоммуникационных компаний, которые заинтересованы в использовании радиочастотного спектра для целей мобильной связи, для широкого вещания и решения тому подобных задач. And so it was decided to privatize a portion of the radio spectrum. Таким образом, было принято решение о приватизации части радиочастотного спектра. So let's look at a simple version of privatization. Давайте теперь рассмотрим несколько упрощенную ситуацию с приватизацией радиочастотного спектра. So let's imagine that there's a government with a license to transmit on a particular band of radio frequencies, and it wants to award this license to one of several different telecom companies who are interested in the license. Представим себе, что у нас есть какой-то ограниченный радиочастотный диапазон. Правительство хочет продать лицензию на использование этого радиочастотного диапазона одной из заинтересованных частных компаний. And the goal of the government is to put the license into the hands of the telecom company that values it the most, that values this license the most. И конечная цель, которая преследует правительство, это отдать в конечном счете лицензию в руки компании, которая по-настоящему заинтересована в эффективном использовании этого диапазона частот. And we'll call this outcome, where the company who has the highest value actually gets the license, an efficient outcome. И в рамках нашей задачи целевая функция – это передать частотный диапазон, лицензию на него в максимально эффективные руки. The problem is that the government doesn't know which company puts the highest value on the license. Вы знаете, но проблема заключается в том, что правительство не знает, какая из компаний, которая из тех, что участвуют в торгах, действительно очень заинтересована в эффективном изучении и использовании этого диапазона. Или для них это какой-то побочный бизнес. So the question is, how can it achieve an efficient outcome when it doesn't know which company has the highest value? Значит, соответственно, правительство не знает, кто из участников наиболее заинтересован, но необходимо выработать механизм, в результате которого лицензия все же попадет в наиболее эффективные руки. Well, the government could simply ask each company, how much do you value the license? Значит, ну тут можно действовать в лоб, можно прямо спросить каждую из компаний, а сколько вы, уважаемые господа, готовы заплатить за данную конкретную лицензию. And then give the license to the company that says that it values it the most. Ну и, соответственно, кто назвал большую цену, тот и получил лицензию. The problem is that this very simple mechanism is not going to work very well. Проблема заключается в том, что на самом деле этот механизм не будет работать хорошо. Because if a company understands that it is more likely to get the license if it says it values the license a lot, it will exaggerate the value. Поскольку все понимают, что чем выше цену они назовут, тем больше у них шансов на получение вожделенной лицензии. То есть все заинтересованы в завышении стоимости. And if all companies are exaggerating their values, then there's no guarantee
that the company which really does have the highest value will get it. Ну и, соответственно, если все завышают цену, которую готовы заплатить за лицензию, не факт, что они отобьют эти расходы. So let's consider a slightly more sophisticated mechanism. Поэтому сейчас давайте рассмотрим несколько более сложный механизм. What the government can do instead is to have each company make a bid for the license. A bid is a statement of how much you are actually willing to pay. Значит, правительство приглашает заинтересованные компании подать свои тендерные предложения, то есть предложения, в которых указана цена, которую каждая компания готова заплатить за конкретную лицензию. And the government can award the license to the company that makes the highest bid. Значит, возможен подход, при котором кто заявил большую цену, тот лицензию получает. And the winner pays the amount that it has bid to the government. Ну и, соответственно, победитель выплачивает правительству ту сумму, которую заявил в тендерном предложении. Now this mechanism sounds more promising than the first. С первого взгляда этот механизм кажется наиболее рациональным. Because notice that a company will not exaggerate if it's participating in this mechanism. Поскольку если мы будем работать вот в таких рамках, то компании не будут искусственно завышать цену. If it's worth 10 million to me, I won't say that it's worth 15 million, because if I win, I'll have to pay more than it's worth to me. I'll have to pay 15 million. Например, если реальная стоимость этой лицензии, ценность этой лицензии лично для меня составляет, например, $15 миллионов, то 15 миллионов я уже не получу, поскольку мне это будет невыгодно. Unfortunately, this mechanism doesn't work either. К сожалению, и этот механизм также не работает. Because now companies have an incentive to bid too little, to understate. Поскольку в рамках данного подхода у компании возникает соблазн занизить стоимость лицензии. Let me explain why that's true. Вот разрешите пояснить вам почему. Imagine that you're a telecom company named Telemax. Предположим, что вы владеете компанией, которая называется Телемакс. And suppose that the license is worth $10 million to you. И предположим, что для вас ценность лицензии составляет $10 миллионов. Well, if you bid $10 million and you win, значит, соответственно, предположим, что в вашем тендерном предложении вы заявили стоимость те самые $10 миллионов. then you get something worth $10 million. Значит, вы получили нечто, что стоит $10 миллионов, But you pay $10 million. но при этом вы те же самые $10 миллионов и отдали, то есть никакой прибыли не получили. So in the end, you come away with nothing. Ну и в итоге получается, сколько получили, столько и отдали, 10 минус 10 – 0. So that means that Telemax will bid less than $10 million. Это означает, что в тендерном предложении необходимо указать сумму меньшую, чем 10 миллионов. It will understate. То есть вы будете занижать. But if all companies are understating, then again, there's no guarantee that the company with the highest actual value will get the license. Но мы опять сталкиваемся все с той же проблемой. В рамках такого подхода, когда все занижают цену, нет никаких гарантий, что лицензия уйдет в руки людей, которые действительно хотят эффективно ее использовать. So we saw that in the first mechanism, companies exaggerate. In the second mechanism,
companies understate, Значит, соответственно, в одном случае компания заинтересована завышать, а в другом случае занижать стоимость. and the question is there a mechanism which gets the incentives exactly right? So companies do not want to understate, and they also don't want to exaggerate. Ну и, соответственно, встает вопрос, а существует ли в природе механизм, который позволяет пройти между сциллой и харибдой, и, соответственно, чтобы компании были заинтересованы назначать реальную, а не завышенную, либо заниженную цену? And the answer is yes. Ответ – да, существует. And the mechanism that I'm about to show you was discovered by the economist William Vickrey. И механизм, о котором пойдет речь, был открыт экономистом Уильямом Викри About 50 years ago. около 50 лет назад. And it's a beautifully simple mechanism, Это очень красивый, элегантный механизм, but very clever. и при этом очень умный. And here is how it works. So once again, each company will make a bid for the license. Давайте посмотрим, как это работает. Опять, каждая из заинтересованных компаний подает тендерное предложение. And once again, the winner will be the highest bidder. И победа присуждается компании, которая заявила максимальную цену. But now, instead of paying its own bid, the winning company pays the second highest bid. Но фишка в том, что она платит не столько, сколько заявила сама, а столько, сколько заявил участник второй по стоимости. То есть не максимальная, а вторая стоимость. So, for example, if there are 3 bidders and one company bids 10 million and another bids 8 million and a third bids 5 million, the winner will be the company that bid 10 million. Значит, ну вот, например, если в тендере у нас приняло участие 3 компании, и они заявили стоимость 10, 8 и 5 миллионов долларов, But it will pay only 8 million because that's the second highest bid. значит, победителем будет та компания, которая заявила стоимость 10 миллионов, но по факту она будет обязана выплатить 8. Now I claim that this mechanism will work. Я берусь утверждать, что этот механизм работоспособен. First of all, notice that now a company has no incentive to bid too little. Значит, во-первых, у компании нет резона занижать стоимость. Because a company doesn't pay what it bids anyway if it wins. Поскольку все равно компании не придется платить ту цену, которую она заявляет. If the license is worth 10 million to me and I bid 9 million, but the second highest bid is 8 million, I pay 8 million even though I pay 8 million whether I bid 9 million or 10 million. So understating doesn't gain me anything. Значит, смотрите, если я получаю лицензию, я могу заработать 10 миллионов долларов. Я заявляю несколько меньше, например, 9 миллионов долларов. И, предположим, моя цена максимальная. Но кто-то, кто занял второе место, заявил 8 миллионов. И я плачу 8 миллионов. In fact, if I understate, if I bid too little, I run the risk of losing the license altogether. При этом, если я заявлю слишком низкую цену, я просто не выиграю. For example, if it's worth 10 million to me and I bid 7 million, but there's another company that bids 8 million,
I will lose because the other company will beat me, and I will regret losing because if I had bid 10 million, I would have won and made $2 million. Смотрите, я могу заработать 10 миллионов долларов, но я заявил 7 миллионов, а кто-то из моих конкурентов заявил 8, и лицензия ушла туда. Я потерял то, что мог заработать. So companies do not have the incentive to understate, and in fact, they will often hurt themselves by understating. Значит, соответственно, ни у одного из участников нет мотива занижать стоимость. But they also don't have an incentive to overstate, to exaggerate. Ну, а с другой стороны, нету мотива и завышать стоимость сверх этой меры. So imagine again that the license is worth $10 million to you. Значит, опять представляем, что мы можем заработать 10 миллионов долларов. Would you want to bid 12 million? Would you want to exaggerate? Будет ли вам смысл завышать стоимость, заявляя, к примеру, 12 миллионов? And the answer is no. Ответ нет. Because imagine that some other company bids 11 million. Поскольку, представьте, а что если ваш конкурент заявит 11 миллионов? If you bid 12 million, it's true that you will win. Значит, вы заявили, предположим, 12 миллионов, и вы выиграли тендер. But you will pay too much. You will pay 11 million. Но вы все равно будете обязаны заплатить 11 миллионов. Потому что заработать-то можете всего 10. It's only worth 10 million to you. То есть 10 миллионов, и больше вы с этого бизнеса не снимете. So you don't want to overstate either. То есть вам нет никакого смысла и завышать стоимость. So that means that each company should bid exactly what the license is worth to that company. Соответственно, всем участникам прямой смысл заявлять реальную цену. And if each company is bidding exactly what the license is worth to that company, then the winning bidder will be the company with the highest value. Значит, и, соответственно, если все заявили реальную цену, то есть реальную стоимость для себя, то в результате лицензия уйдет в руки наиболее эффективного собственника. So once again, we have solved the mechanism design problem. Итак, на этом примере мы вновь решили задачу по выработке оптимального механизма достижения поставленной цели. Now, I have only a limited amount of time this morning, or this afternoon. Ну, у меня, к сожалению, сегодня время доклада ограничено. So I think I will skip the last example and instead make a few general remarks. Поэтому я думаю, что мы пропустим второй пример, который был у меня в презентации, и сразу перейдем к заключительной части, где я сделаю ряд важных выводов. So the example I'm omitting is an energy example, which is too bad because energy, of course, is an important problem these days. Ну вот, у меня там был пример и энергетики, который мы упустили. But one complaint you may have about the examples I did show you is that they seemed rather different. There was the cake example, there was the telecom example, and you might ask, well, do we have to reinvent analysis every time we have a different example? Но вы знаете, вот тут у меня был пример с разделом пирога между детьми. Потом у меня был пример из телекоммуникационной промышленности. И вы тут, вы в принципе можете бросить мне укор, сказав,
а что, насколько вот этот вот подход, который я сейчас озвучил, универсален? Или необходимо каждый раз все разрабатывать заново для каждой конкретной области? In other words, the analysis that I've been showing you may seem too special. То есть, в принципе, можно сказать, что вот такого подхода, они имеют слишком узкое применение, применимы только для чего-то очень конкретного. And so we might ask, if we take a given problem, is there a general way of determining whether or not the mechanism designer's goal in that problem is achievable? Значит, и, соответственно, необходимо поставить вопрос, а вообще, в принципе, на уровне системотехники эта задача решается? And if it is achievable, is there a general way of finding a mechanism that reaches that goal? Значит, и если эта задача в теории решений имеет, то каковы механизмы решения этой задачи? Well, those are the two questions that I worked on myself, and if you want to see the answers to those two questions, which are both yes, you can read this paper. Значит, вы знаете, я должен вам сказать, что ваш покорный слуга посвятил работе над этими вопросами существенную часть своей жизни. В обоих случаях ответ «да», возможно. И конкретные решения описаны в моей книге, название которой «Nash Equilibrium and Welfare Optimality», которая была опубликована в 1977 году. But don't worry, I'm not going to show you the details of that paper today. Но я прошу вас, вы не беспокойтесь, и я вам сегодня подробно об этой книге расскажу. What I want to do is to suggest that mechanism design theory is a tool which can be used for solving some of the most important problems that we face now. Я что хочу вам сказать. Вот эта теория может быть использована для решения широкого спектра насущных задач и проблем, которые сейчас стоят перед нашим обществом. And let me just mention two important problems that we face at the moment. Из этого всего широкого спектра я сейчас упомяну две проблемы. The first is the problem of climate change, of global warming. Ну, первая проблема – это проблема глобального изменения климата, проблема парниковых газов. You are all aware that the Earth's climate is getting warmer. Все присутствующие в этом зале очевидно знают, что сейчас имеет место глобальное потепление. Just think of the temperatures in St. Petersburg and Moscow last summer. Достаточно вспомнить о том, что творилось, какая жара стояла в Петербурге и в Москве совсем недавно. We also know that we, the people of the world, are responsible for that climate change because we have been putting greenhouse gases like carbon dioxide into the atmosphere. Кроме того, надо понимать, что в это глобальное потепление вносит свой вклад, и, видимо, также каждый из здесь присутствующих, поскольку все мы, прямо или опосредованно, вовлечены в процесс выброса в атмосферу парниковых газов, диоксида углерода. Global warming is a potentially catastrophic problem. И дело в том, что потенциально проблема глобального потепления может привести к катастрофе. And so it suggests that we have to do something about limiting the amount of carbon dioxide that we emit.
Это значит, что нам требуется выработать те или иные механизмы ограничения объемов выбросов в атмосферу диоксида углерода. All of us can agree on that. И все, я думаю, с этим согласятся. The problem is that there's a conflict between what is good for the world and what is good for each individual country. Но дело в том, что тут налицо конфликт интересов. Дело в том, что для мира вообще хорошо одно, а для каждого конкретного государства хорошо совсем другое. Reducing carbon dioxide is expensive. It has a real economic cost. Дело в том, что снижение выбросов СО2, оно само по себе не бесплатно, за это надо платить. And so each country would like the other countries to reduce, but it will try to avoid reducing itself. Соответственно, каждому государству выгодно отпихиваться от решения этой задачи, что мы у себя ничего делать не будем, пусть трудятся соседи. Well, notice that this is the same kind of conflict that we saw when we were talking about cutting a cake. И по большому счету мы здесь видим ту же самую конфликтную ситуацию, о которой говорили, когда обсуждали дележку пирога с детьми. What was good for the family was achieving a fair outcome, but each child, Bob and Alice, wanted more cake. Дело в том, что для семьи в целом требуется по справедливости разделить пирог. Но субъектом этих отношений требуется совсем другое. Требуется побольше пирога себе хранить. In the case of the cake, we solved the problem by the divide and choose mechanism. Значит, если речь идет о пироге, мы даем одному пирог разрезать, а другому взять ту часть пирога, которая ему или ей больше нравится. In the case of climate change, the mechanism is an international treaty. Ну а в случае борьбы с потеплением климата должны быть механизмы международных договоров. And in order to design that treaty, we can use the principles of mechanism design theory just as we use them to solve the cake problem. И при выработке вот этих международных договоров мы можем использовать основные принципы моей теории, точно так же, как мы использовали эти принципы при разделении пирога. Let me mention one last application. И вот разрешите привести вам еще один последний пример. And that's to preventing future financial crises. Это выработка механизмов, которые бы предотвращали серьезные экономические кризисы. The financial crisis that we just went through is another example where there was a conflict between the interests of financial institutions like banks and what was good for society. Вот последний финансовый кризис – это яркий пример конфликта. Для общества в целом выгодно одно, а для конкретных субъектов общества, в данном случае это банки, выгодно другое. The banks wanted to make risky loans and to make highly leveraged financial transactions. Банкам требуется получить максимальную прибыль, и поэтому они ввязываются в достаточно рискованные операции. But for society, this led to disaster. It led to a financial collapse. Ну, а для общества такое поведение привело практически к финансовому коллапсу. The way that we solve that conflict between what is in the interest of banks and what is in the interest of society is through regulation. Соответственно, нам требуется выработать некое законодательство, которое бы позволило отрегулировать отношения между обществом в целом и банками, как частью этого общества. And the principles of mechanism design have much to say about what kinds of regulation
what kinds of regulation are likely to work. Соответственно, вопрос, что должно собой представлять законодательство, которое решает задачу такого рода. Мой ответ следующий, что теория, которую я разрабатываю, может дать ответ на вопрос, каким должно быть это законодательство. But the details of financial regulation are the subject of a completely different lecture. Ну, я, конечно, хочу сказать, что вот подробности управления финансовыми рынками – это тема для отдельной дискуссии, лекции. For now, I would just like to thank you very much for your attention. А на сегодня я хочу поблагодарить всех вас за ваше внимание. Thank you for a very interesting discussion, Professor. We will think your presentation over. How shall we share the budget? Dear colleagues, your questions are welcome. I have a question about sharing the radio licenses. В примере представлен интерес компаний, которые собираются приобрести радиочастотную полосу. So there were some companies who intend to purchase the radio license. А другим контрагентом является государство. So the other participant of the process is the government. А в чем вы видите интерес государства в реализации такого механизма? What is the objective of the government, in your opinion, in this particular case? In the particular example I looked at, the objective of the government was to award the license to the company with the highest value. Значит, цель государства, конечно, передать лицензию в руки наиболее эффективного собственника. And the reason for looking at that objective is that when people who have the highest value for a particular resource get that resource, that is the most efficient allocation. Дело в том, что разные компании обладают разной эффективностью. Одна компания может заработать на лицензии одну сумму, а другая компания может на той же самой лицензии заработать большую сумму. И, соответственно, задача передать лицензию в руки той компании, которая может заработать больше. Извините, а что делать, если брат и сестра передают друг другу право разрезать пирог? Не понял, повторить. Если оба друг другу передают возможность разрезать пирог, вот как с парниковым газом, там мама может предотвратить разрезать, а вот с парниковым газом, если страны друг на друга меняют, давай ты, вот что делать в этом случае? Well, you see, the question is that the examples of sharing a cake and sharing greenhouse gases are quite opposite, because the cake is something everybody desires, and the greenhouse gases is something that everybody doesn't wish to have. Just they push away. In one case, they just give it to me, and the other way, just take it away. Well, what you point out is absolutely correct, but there's a simple way to make them the same, and that is to put a negative sign in front of the greenhouse gas reduction. Each company, each country would like to make as small a reduction in greenhouse gases as possible. If we put a negative sign in front, then the two problems are exactly the same. Вы знаете, вопрос хороший. Вы совершенно точно указали, что в одном случае предмет спора желанен, то есть пирог каждый хочет получить, а в случае с парниковыми газами вот этот продукт, наоборот, нежеланный. Все хотят отбояриться от этого продукта.
Но подход к решению следующий, что мы можем написать в первом случае А плюс Б, а во втором А минус Б. Но задачу можно свести к одной и той же математической формуле. В одном случае А плюс Б, во втором случае А плюс скобка минус Б. In other words, for a mathematician, maximizing something and minimizing something are really the same, because if you're minimizing, you're maximizing with a minus sign in front. То есть дело в том, что с точки зрения системотехники, например, математики, задача поиска максимума и минимума – это одно и то же. В одном случае мы ищем максимум, а в другом случае минимум, или что то же самое, максимум со знаком минус. So the theory is the same in both И, cases. соответственно, теоретическая основа и там одинакова. Professor Maskin, is it possible to apply your theory? Can you propose a mechanism, design of mechanism, how to solve famous problem, quarrel between Israel, Palestine, and third party? Third party is the word at full of United States. Вопрос в следующем. Всем известно, что имеется застарелый конфликт между Израилем и Палестиной, и, соответственно, всему остальному миру требуется выработать механизм урегулирования этого конфликта. Можете ли вы предложить свое решение? That, of course, is a very difficult problem. Это, безусловно, очень сложная проблема. Nevertheless, I would say that the answer to your question is yes, mechanism design can give us some important clues about how to solve even that problem. Тем не менее, я должен сказать, да, я считаю, что положения моей теории могут применяться для поиска некоторых путей решения данной задачи. And in fact, my colleague Roger Myerson and I, together with Leo Hurwicz, shared the 2007 Nobel in Economics. Я хочу вам сказать, что я и мой коллега Ричард Майерсон, это человек, вместе с которым мы в 2007 году получили Нобелевскую премию. Roger Myerson has done a lot of work on exactly that problem. Вот у Роджера Майерса очень много работ как раз по этой тематике. Dear friends, I understand you have many questions, but now we have complete our session. And now the last question. The co-chairman will ask the last question. The last question. Professor Maskin, would you tell me, in the case of Whopper and Ericsson, the interest of Whopper was as important for us as the interest of banks. Right. But in the case of financial institutions and society, is the interest of banks is as important as the interest of society, or they have different weight? Я задала вопрос, что если Вхоппер и Эриксон, то пример с детьми, то интерес обоих для нас равнозначен. А вот в примере с финансовыми институтами и обществом, банковыми обществами, их интересы, они также равнозначны, или они имеют разный вес? The answer to your question, I think, is clearly that society is more important than the banks. In fact, the only reason to have banks is for them to serve society. That's the reason why we have a financial system, so that society has the opportunity of receiving the financing needed to carry out important investments. Но вы знаете, я думаю, что на этот вопрос я могу дать абсолютно четкий ответ.
Безусловно, банки призваны служить обществу, а вовсе не общество призвано служить банку. Соответственно, приоритет в данном случае, безусловно, за интересами общества. But just because we think society is more important than the banks doesn't mean that we can ignore the banks' objectives, because after all, the banks are going to make the decisions of who to make loans to. Но, с другой стороны, не надо бросаться и в другую крайность, полностью игнорируя интересы банка. Их интересы также необходимо принять во внимание, и, в частности, существует важный момент. Ведь конкретное окончательное решение о том, кому выдавать кредит или не выдавать, принимают сотрудники банка. So in the language of mechanism design theory, the regulations that we impose on banks have to be compatible with the bank's objectives. Соответственно, когда мы говорим о моей теории, о теории выработки механизма решения социально-экономических задач, конкретное законодательство, которое мы выработаем, должно быть эффективно. Оно должно нормально работать применительно к самим банкам. Thank you. Thank you very much.